Всем привет, меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из системы платформа LP в GetCourse. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные из платформы LP в другие системы. Например, вы сможете создавать новые сделки в GetCourse, удобно обрабатывать, хранить и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных, платформа LP. Теперь необходимо указать действие «Получить данные». На этом этапе необходимо создать виртуальный аккаунт платформа LP в системе Apex Drive. В этом окне вы можете дать ему название при необходимости или просто кликнуть «Сохранить». Когда созданный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и продолжаем настройку. Скопируйте ссылку в поле URL для приема данных, на которую будут поступать данные с платформы LP. Далее создайте обычный текстовый документ и вставьте в него скопированный URL. Далее необходимо перейти в документ Google Docs, ссылка на который будет в описании к этому ролику. В этом документе содержится скрипт, который будет выполняться при каждом новом заполнении формы на вашем сайте. Далее скопируйте этот скрипт и также вставьте в текстовый документ, который только что создали. Далее необходимо заменить ссылку, на которую будут приходить данные, той, которую сгенерировала система Apex Drive. Далее скопируйте сам скрипт. Теперь необходимо перейти в личный кабинет платформа LP к настройкам страницы. Далее переходим в раздел «Метрика и скрипты». Кликаем «Добавить плагин» и выбираем произвольный код. Далее необходимо дать название этому плагину, например, Apex Drive. В поле «Произвольный код» вставляем скопированный скрипт. После этого кликаем «Сохранить». Теперь необходимо перейти в раздел редактирования настроек формы. Далее необходимо указать выполнение JavaScript. Теперь в поле «Код для выполнения» необходимо вставить команду. Данная команда будет в описании к этому ролику, а также в справке системы Apex Drive в настройках источника данных платформа LP. После этого необходимо опубликовать все изменения на странице. Теперь необходимо совершить событие, например, заполнить вашу форму на странице для того, чтобы новые данные отобразились в системе Apex Drive. После того, как вы сгенерировали новые данные, можно вернуться в систему Apex Drive и продолжить настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите тестовые данные. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных.
В качестве системы приема данных выбираем GetCourse. Теперь необходимо указать действие «Отправка сделок». На этом этапе необходимо подключить ваш GetCourse к системе Apex Drive. Для заполнения домена и API ключа необходимо перейти в личный кабинет GetCourse. Доменное имя можно скопировать в адресной строке без дополнительных символов. Для того, чтобы скопировать API-ключ, вам необходимо перейти по ссылке. Пример ссылки находится в справке в настройках приема данных GetCourse. Также ссылка на справку будет в описании к этому ролику. В этом месте вставьте ваше доменное имя GetCourse. После перехода скопируйте API-ключ и вставьте соответствующее поле в системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. Заполните поля переменными, которые находятся в выпадающем списке. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые данные назначены, опускаемся вниз страницы и продолжаем настройку. На этом этапе вы видите тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в GetCourse». Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!